Друзья, продолжаем читать эту интересную книгу. Старайтесь вслушиваться в слова и вникать. Старайтесь привыкать к английской речи. It's gone, ain't it? Moaned Jam. Все сгорит, не так ли? Простонал Джим. I expect so, said Atticus. Скорее всего, что так, сказал Atticus. Now listen, both of you. Теперь послушайте вы оба. Go down and stand in front of the Redley place. Идите туда и встаньте возле дома Редли. Keep out of the way, do you hear? И не мешайтесь на дороге, вы слышите? See which way the wind's blowing. Видите, в какую сторону ветер дует? Oh, said Jam. О, сказал Джим. Atticus, reckon we ought to start moving the furniture out. Atticus, наверное, нужно начинать вытаскивать мебель. Not yet, son. Еще нет, сынок. Do as I tell you. Run now. Делай, как я тебе говорю. Беги. Take care of Scout, do you hear? Позаботься о Scout, ты слышишь? Don't let her out of your sight. Не спускай с нее взгляд. With a push, Atticus started us toward the Redley front gate. Небольшим толчком Аттикус подтолкнул на сторону калитки, передней калитки Редли. We stood watching the street fill with men and cars, while fire silently devoured Miss Maudy's house. Мы стояли и смотрели на улицу, полную людей и машин, пока огонь молча пожрал мисс Мауди дом. Why don't they hurry? Почему они не спешат? Why don't they hurry, muttered Jam? Почему они не торопятся? Простонал Джим. We saw why. Мы видели почему. The old fire truck, killed by the cold. Старая пожарная машина заглохла из-за холода. Was being pushed from town by a crowd of men. Ее толкали из города толпа мужчин. When the man attached its hose to a hydrant. Когда мужчины прикрепили шланг в водоразборник, the hose burst and water shot up. Шланг разорвался, и вода разбрызгалась, tinkling down on the pavement, капая на помост. Oh Lord, Jam. О Господи, Джим. Jam put his arm around me. Джим положил свою руку вокруг меня. Hush, Scout, he said. Тише, Scout, сказал он. It ain't time to worry yet. Еще не время беспокоиться. I'll tell you know when. Я дам тебе знать, когда. The men of Maycomb in all degrees of dress and undress. Мужчины Мейкомба во всех формах, одетые и раздетые, took furniture from Miss Maudy's house to a yard across the street. Выносили мебель из дома мисс Моуди во двор через улицу. I saw Atticus carrying Miss Maudy's heavy oak rocking chair. Я увидела Аттикуса, который нес мисс Моуди тяжелый дубовое качающееся кресло, and thought it sensible of him to save what she valued most. И подумала, это разумно с его стороны спасти то, что она ценила больше всего. Sometimes we heard shouts. Иногда мы слышали крики. Then Mr. Avery's face appeared in an upstairs window. Затем лицо мистера Эйвери появилось на верхних ступеньках у окна. He pushed a mattress out the window into the street and threw down furniture until men shouted. Он выкинул матрас из окна на улицу и начал сбрасывать мебель на него, пока мужчины не закричали. Come down from there, Dick. Спускайся оттуда, Дик. The stairs are going. Ступеньки сгорают. Get out of there, Mr. Avery. Убирайся оттуда, мистер Эйвери. Mr. Avery began climbing through the window. Мистер Эйвери начал спускаться через окно. Scout, he's stuck.
breathed Jam. «О, God!» «Скаут, он застрял!» — выдохнул Джим. «О, Господи!» Mr. Avery was wedged tightly. Мистер Эвери туго застрял. I buried my head under Jam's arm and didn't look again until Jam cried. Я уткнулась головой в плечо Джима и не смотрела до тех пор, пока Джим закричал «He's got loose, Scout. He's all right». Он освободился, Скаут. Он в порядке. I looked up to see Mr. Avery cross the upstairs porch. Я увидела, как мистер Эвери перебирался через ступеньки на крыльце. He swung his legs over the railing and was sliding down a pillar when he slipped. Он перекинул ноги через перила и спускался по столбу, когда соскочил. He fell, yelled, and hit Miss Maudy's shrubbery. Он упал, закричал и ударил мисс Мауди кусты. Suddenly I noticed that the men were backing away from Miss Maudy's house. Вдруг я заметила, как мужчины отступали назад от дома мисс Мауди. Moving down the street toward us. Спускаясь по улице в сторону нас. They were no longer carrying furniture. Они больше не выносили мебель. The fire was well into the second floor and had eaten its way to the roof. Огонь уже пробрался на второй этаж и пожирал все на своем пути до крыши. Window frames were black against a vivid orange center. Оконные рамы почернели на фоне яркого оранжевого центра. Jam, it looks like a pumpkin. Джим, это выглядит как тыква. Scout, look. Scout, смотри. Smoke was rolling off our house and Miss Rachel's house like fog off a riverbank. Дым передвигался в сторону нашего дома и мисс Рэйчел дома, как туман по берегу реки. And men were pulling hoses toward them. И мужчины тянули шланги в сторону их. Behind us, позади нас, the fire truck from Abbotsville screamed around the curve and stopped in front of our house. Пожарная машина из Эбботсвилля закричала и повернула на углу и остановилась перед нашим домом. That book, I said. Та книга, я сказала. What? Said Jam. Что? Сказал Jam. That's Tom Swift's book. It ain't mine. It's Dill's. Книга Тома Свифта — это не моя, это Дила. Don't worry, Scout. It ain't time to worry yet, said Jam. Не волнуйся, Скаут, еще не время волноваться, сказал Джим. He pointed. Look yonder. Он указал. Смотри туда. In a group of neighbors, среди соседей, Atticus was standing with his hands in his overcoat pockets. Атикус стоял, руки в карманах пальто. He might have been watching a football game. Как будто бы он смотрит футбольный матч. Miss Maudie was beside him. Мисс Моди была рядом с ним. See there, he is not worried yet, said Jam. Видишь, он еще не беспокоится, сказал Джим. Why ain't he on top of one of the houses? Почему он не на крыше одного из домов? He is too old, he's break his neck. Он слишком старый, он поломает себе шею. You think we ought to make him get our stuff out? Думаешь, нам нужно заставить его вытаскивать наши вещи? Let's don't pester him. Давай не будем докучать ему. He'll know when it's time, said Jam. Он знает, когда время, сказал Джим. The Abbotsville fire truck began pumping water in our house. Пожарная машина из Эбботсвилля начала лить воду на наш дом. A man on the roof pointed to places that needed it most. Мужчина на крыше указывал на места, где это нужно больше всего. I watched our absolute morphodit
morphodite, go black and crumble. Я смотрел, как наш снеговик почернел и развалился. Miss Maudy's sun had settled on top of the heap. Шляпа мисс Моуди расположилась наверху кучи. I could not see her hedge clippers. Я не видела ее садовые ножницы. In the heat between our house. В теплоте между нашим домом Miss Rachel's and Miss Maudy's. Miss Rachel и Miss Maudy. The men had long ago shed coats and bathrobes. Мужчины давным-давно сбросили пальто и халаты. They worked in pajama tops and nightshirts stuffed into their pants. Они работали в пижамах и ночных рубашках, заправленных в их штаны. But I became aware that I was slowly freezing where I stood. Я стала волноваться, потому что я замерзала там, где я стояла. Jem tried to keep me warm. Джем попытался меня согреть. But his arm was not enough. Но его рук было недостаточно. I pulled free of it and clutched my shoulders. Я освободилась и обхватила руками свои плечи. By dancing a little, немного потанцевав, I could feel my feet. Я начала чувствовать свои ноги. Друзья, продолжение в следующем видео.